воли – это абстрактное понятие. Ее нельзя увидеть и потрогать, и каждый вкладывает в нее то, что он считает нужным. Нами управляет не сила воли, а мотивация. И для того, чтобы добиться результата, тебе не нужна сила воли, тебе нужна мотивация. Добра и мира моему уважаемому слушателю. Вы находитесь на канале Антидот, и в этом выпуске мы поговорим о силе воли. И это будет третье по популярности заблуждение. Для того, чтобы сбросить вес, нужно запастись терпением и силой воли, иначе результата не будет. Первое по популярности заблуждение: для того, чтобы сбросить вес, нужно сидеть на диете, и второе, нужно заниматься спортом, мы разобрали в прошлых выпусках. И в тех выпусках я постарался донести свою точку зрения до уважаемого зрителя, что диеты не работают, потому что дают временный эффект, а нам нужен постоянный. И просто занятия спортом никак не влияют на вес, и для сбрасывания веса никак абсолютно не нужны. И как бы вам это абсурдным ни казалось, но это так. Если у вас есть желание ознакомиться с ними, вы можете посмотреть предыдущие видео этого канала. И те, которые ознакомились с ними, наверное, заметили, что я подхожу к вопросу сбрасывания веса очень необычно. По крайней мере, те мысли, которые я говорю, очень простые и очевидные, но о них мало кто говорит. Часто ли вы слышали, что для того, чтобы сбросить вес, диета, упражнения и сила воли не нужны? Что нужно, вы уже знаете. Нужно быть честным самим собой, а также научиться думать. Потому что после того, как человек непредвзято анализирует и приходит к выводу, что те продукты, которые он привык употреблять в пищу, ему навязаны традициями или рекламой, это не его выбор, то в жизни начинают происходить чудесные вещи. Некоторые мои последователи мне говорили, что это работает как магия. Вначале вроде бы ничего не меняется, но потом они чувствуют какие-то перемены, а объяснить их не могут. То есть через некоторое время те блюда, которые они всегда считали своей любимой едой и боролись с собой годами, периодически садясь на диеты, вдруг перестают быть такими желанными и вкусными, как всегда они думали от них. И через некоторое время, все зависит от мыслительной способности индивидуума, они без особых усилий воли отказываются от того или иного вредного, но любимого продукта. Так вот, про то, как быть честным самим собой и научиться думать, мы поговорим в следующих выпусках, а сегодня давайте поговорим об силе воли. Позвольте, я расскажу, как я к этому пришел. Вначале я, как все, сидел на диетах, подсчитывал калории и более-менее держался в форме. Но потом я вдруг задумался, что-то здесь не то. Почему все так сложно? Почему я, человек, как бы самое разумное существо на планете, должен всю жизнь почти во всем себе отказывать, чтобы жить более-менее здоровой жизнью? А все остальные твари на Земле едят все, что хотят, сколько хотят, когда хотят, не сидят на диетах и не имеют проблем с лишним весом. Я немного почитал, изучил проблему, рассмотрел различные точки зрения, сам все обдумал и пришел к выводу, что многие наши проблемы в этой сфере, и не только в этой, кстати, из-за того, что мы никогда не задавались вопросом, почему мы думаем так, как мы думаем. А это очень важно, потому что наши мысли формируют наши мнения, а наши мнения определяют наши действия или реакции. То есть, если кому-то нужно, чтобы мы действовали или реагировали определенным образом, то это не так сложно сделать. Нужно все заранее просчитать и подкинуть человеку нужные мысли, которые сформируют нужные мнения. И тогда человек, который никогда не задумывался над вопросом, почему он думает так, как он думает, ничем не отличается от биоробота. Потому что он ведет себя так, как был запрограммирован.
Это то, о чем я говорил в своем самом первом видео, когда говорил, что мы приходим в этот мир чистыми, как белый лист бумаги. И в нас наше окружение загружает определенные мысли, то есть формирует программу поведения. И если эта программа заражена необоснованными страхами или ожиданиями, или неправильными представлениями о реальном мире, то это обязательно сделает нашу жизнь сложнее. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, когда говорю, что это сделает нашу жизнь сложнее. Как-то я общался с одной из своих знакомых, и она жалуется мне. Вот все мужики козлы. И как аргумент рассказывает мне про своего парня. Говорит, вот я делала все для него, всю себя отдавала. И даже его учебу в институте оплатила. А он поматросил меня 6 лет и бросил. Ушел к молодой. Ну, понятно, да? Жизнь у девушки стала сложнее, не так ли? Можно, конечно, объяснить все просто. Все мужики козлы. Но ведь можно и предположить, что у нее были неправильные представления о нем. Она не заметила в нем непорядочного человека и имела необоснованные ожидания. Потом она игнорировала факты, по которым это можно было гораздо раньше заметить, чем через 6 лет. И то, что он ее бросил, это было закономерным явлением. То есть между тем, как она себе все представляла и что происходило на самом деле, была огромная пропасть. Так вот, когда я говорю, что наша жизнь будет сложнее, если мы будем иметь неправильные представления о реальности, я говорю именно об этом. Мы будем очень часто сталкиваться с тем, что наши ожидания не будут оправдываться, и мы будем приходить к разочарованию. Но реальность нельзя поменять. Можно только самому измениться, чтобы под нее подстроиться. И тогда разочарований не будет. И умные люди уже давно поняли. Я говорю о предубеждениях. И что такое предубеждение? Это предвзятое мнение, к которому человек подтягивает все свои последующие выводы. Предвзятое, то есть неправильное мнение. Тогда может мне кто-то задать вопрос, а что является мерилом правильности? Родители, школа, институт, президент, может быть популярный и успешный человек, а может быть святой батюшка? Подумайте об этом. Ведь наше мнение будет определять наши действия. И когда вы будете думать об этом, учитывайте важный факт, что всем вышеперечисленным от вас нужны определенные предсказуемые действия, то есть определенное поведение. Это очень хорошая тема. И я забегаю сильно вперед, но для понимания темы про силу воли я немножко раскрываю ее в этом выпуске. Мы очень часто предвзяты в своем мнении ко многим жизненно важным вопросам. Например, очень многие люди убеждены, что все произошло из ничего. Само собой. Вот так раз, большой взрыв, и все само собой завертелось, задвигалось, и, сколько там, говорят, 14 миллиардов лет, и вот тут мы все сидим за компьютером и смотрим видео на канале Антидот. Они сами не вникли в эту тему, не изучили этот вопрос, но они уверены. Почему? Потому что им так в школе сказали. Или книжку прочитали, где автор придерживался такой точки зрения. И все. Зачем тратить время на такой пустяковый вопрос? Ведь все и так ясно. И сейчас речь не идет, а как же на самом деле? Нас кто-то создал или все само собой произошло? В этом выпуске мы говорим о силе воли, а не о мироздании. Я просто хочу подчеркнуть то, что сказал в своем ролике о канале, что большинство наших убеждений были загружены на наш психологический жесткий диск даже еще до того, как мы осознали, что это случилось. Почти все, что мы знаем или когда-то выучили, это чужие мысли. И тут я снова не открываю Америку. Собственно, таким образом знания передаются от поколения к поколению. Я это подчеркиваю лишь для того, чтобы вы поняли, что нас нигде не учили думать.
Нам просто передавали информацию, как бы знания. Вот почему не учили думать, это хороший вопрос. Уверен, вы сами на него сможете скоро ответить. Особенно, если подпишетесь на наш канал. Но как только мы начинаем рефлексировать и изучать, почему мы думаем именно так, как мы думаем, то многие сложные задачи в нашей жизни начинают упрощаться. Это применительно ко всем аспектам в нашей жизни. Но в этих выпусках мы разбираем, как сбросить вес. Допустим, человеку лень заставить себя заняться чем-нибудь полезным. Например, утром перед работой пробегать пару километров. И он говорит: у меня нет силы воли. Или он решил это делать, его хватило там на 2-3 раза, и он сделал вывод: у меня слабая сила воли, согласился и сдался. И многие, я думаю, согласятся, скорее всего, с этим утверждением. Но я думаю, что это не так, что дело не в силе воли. Сила воли – это абстрактное понятие, ее нельзя увидеть и потрогать, и каждый вкладывает в нее то, что он считает нужным. Так вот, для того, чтобы мы понимали друг друга, давайте ее как-то определим. И я полагаю, что многие согласятся со мной, если определить эту силу как какое-то определенное состояние нашего сознания, когда мы чего-то хотим, и мы этого добиваемся. Про такого человека говорят: у него сильная воля. Так что же это за такое волшебное состояние и как его добиться? Предположим, есть две девушки. Одна и другая хотят сбросить 20 лишних килограмм. Первая понимает, что да, было бы хорошо это сделать. Она уверена, что будет чувствовать себя лучше, выглядеть моложе, и больше симпатичных парней будет ей интересоваться. А у другой лежит контракт на съемку в главной роли, допустим, где-нибудь в Голливуде, с каким-то очень известным актером и с гонораром, допустим, в $10 миллионов. Но есть одно условие. Нужно сбросить 20 килограмм. Итак, вопрос: кто уверенно добьется результата? На риторические вопросы я не буду требовать ответы у моих слушателей, но тут главное понять, что мотивация управляет человеком, а не сила воли. Еще пример. Многие курят и вроде бы понимают, что это нехорошо, предпринимают некоторые попытки бросить, ссылаясь на слабую силу воли, а продолжают это делать. Но есть очень интересный факт. Да? Почти все девушки, которые курят и не могут отказаться, как только обнаруживают, что они беременны, легко бросают на год, 2 или даже навсегда. Что, сила воли добавилась? Вот так раз сходила к врачу, узнала, что беременна, и моментально сила воли добавилась. Нет, добавилась мотивация. Итак, для того, чтобы сбросить вес, да и вообще что-то изменить в своей жизни, не нужна сила воли. Вам не нужно вообще что-то делать через силу. Все, что вам нужно, это задуматься над тем, почему вы думаете именно так, как вы думаете. Например, если вы уверены, что все произошло само собой, подумайте, а есть ли другие точки зрения по этому вопросу? Если есть, то задайтесь целью непредвзято изучить аргументы всех сторон и ответьте себе на вопросы: а кому выгодно, чтобы я именно так думал, как я думаю? Это сложный вопрос. С него бы я, может быть, даже не рекомендовал начинать, хотя рано или поздно вы к нему обязательно сами придете. Начать можете, например, с вопроса, который я поднял вот перед ним. Что является мерилом правильности наших убеждений? Да? Это потребует время на саморазвитие. Вам нужно будет читать умные книжки, общаться с людьми, которые, как вам кажется, в этом вопросе продвинулись дальше. И у вас будут появляться истинные знания. Как устроен человек, как устроено общество, как устроен мир. До абсолютно истинных мы, наверное, на нашем человеческом уровне никогда не доберемся. Но по возможности рассмотренные максимально непредвзято со всех сторон. Потому что
Только эти знания помогают нам действовать в жизни максимально эффективно. И наша жизнь становится легче и гармоничнее. Нам не приходится заставлять себя. Для нас это единственный разумный путь. Вот такой пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Например, вы сели в свою машину, и мотор не заводится. Причин может быть много. Но предположим, что он не заводится из-за конкретной причины. Кто-то подошел и в ваше отсутствие открутил свечи зажигания и увеличил расстояние между электродами на 1-2 мм больше нормы. Все прекрасно понимают, что можно сколько угодно долго пинать машину ногами, материться на нее или даже молиться. Эффекта не будет. Все согласятся с тем, что для того, чтобы решить эту проблему, нужны специфические знания по устройству бензиновых двигателей. Нужно определить, что дело в свечах зажигания, открутить их и уменьшить расстояние между электродами на эти 1-2 мм, и мотор сразу заведется. Точно так же для того, чтобы быть эффективными в решении вопросов нашей жизни, нужны специфические знания, как устроен человек или группа людей, то есть общество. Мы, конечно, думаем, что мы все прямо такие уникальные, но на самом деле мы все устроены одинаково. И если нам нужна эффективность в решении такого простого вопроса, как жить в здоровом весе, то это простая задачка для профессионала, который знает, как устроен человек, что им движет и как работает его мозг. Может, чуточку сложнее, чем заменить свечу зажигания для автомеханика. И профессионалы говорят, нами управляет не сила воли, а мотивация. И для того, чтобы добиться результата, тебе не нужна сила воли, тебе нужна мотивация. А для того, чтобы у тебя появилась мотивация, твоему мозгу нужен четкий ответ на вопрос «Зачем?». Зачем? Зачем работать над своим телом, если твой супруг этого не делает? Откровенно поговорить под душем с ним на эту тему смелости не хватает. Зачем? Зачем напрягаться, если окружающие глумливо врут тебе, что главное быть красивой внутри? А тебе эта позиция нравится, ведь так проще. Зачем? Зачем развивать себя, если денег столько, что тебе только пальцем надо повести, и на тебя слетятся куча голодных красоток? Зачем? Зачем что-то делать, если тебе и так все нравится? И тут важно понять, ответ «зачем» нужен не тебе, а твоему мозгу, то есть твоему подсознанию. Простого понимания, что это было бы классно сделать, недостаточно. Потому что никто не сможет тебя заставить сделать что-либо, если твой мозг, твое подсознание не захочет этого. Твой мозг всегда найдет тебе отговорку, чтобы это не делать. Много дел, сильно устал, давай завтра, хочется вкусненького, сегодня же выходной и так далее. Вы их все прекрасно знаете. И вот как работает мозг, могу привести такой яркий пример. Возьмем среднестатического мужчину лет после 40. Он живет обычной жизнью, в еде неразборчив, курит, регулярно выпивает. Внутри он, конечно, прекрасно понимает, что надо бы бросить курить, пить и начать вести здоровый образ жизни. Может быть, даже пару раз и пробовал, как-то не пошло, грешил на силу воли. А на самом деле просто с друзьями пить пиво по вечерам было интереснее, чем бегать. И вот так вот прошло пару десяток лет, и тут хлоп, инфаркт. Человек почувствовал смерть рядышком, полежал 2-3 недели в больнице и сразу легко бросает курить. Начинает вести здоровый образ жизни, все получается и с силой воли все в порядке. Бывают, конечно, исключения, но я помню очень много таких историй из моей прошлой медицинской практики. А дело все в том, что его мозг испугался смерти. И у мозга появилась теперь программа «Выжить». И, о чудо, силы воли хоть отбавляй. Отсюда простой вывод. Наша задача – замотивировать свой мозг. И тут не помогут ни тренеры, ни картинки с красивыми телами, если твое подсознание не получит четкий ответ «Зачем?».
И чем понятнее и ярче будет ответ на этот вопрос, тем быстрее и легче будет результат. А как сделать так, чтобы не ты, а твой мозг получил ответ на вопрос «зачем»? Ну, во-первых, понять, что нами управляет он, наш мозг, а не сознание. Другими словами, понять, что нами управляет подсознание. А потом научиться задавать нашему мозгу нужные нам модели поведения. Как это сделать? Начать учиться думать и становиться честным самим собой. Сложно? А кто сказал, что будет легко в учении? Легко будет потом, когда цель будет видна на горизонте, как полная луна в ясную ночь. А вашей мотивации будет достаточно, чтобы изменить не только свою жизнь, но привнести гармонию и пониманию даже в жизнь окружающих вас людей. Вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем наш выпуск. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!